Ген Сумин. Ледокол красен в Неве во льду. Если не напишу точное количество смотровых окон на мостике, все мои друзья-моряки сразу скажут всю правду про мою мазню. Нашел цвет. Вроде получается. Но мачту писать надо как есть, а не одним мазком. Да и орден на рубке достоин быть орденом. Вот такой непростой выбор, как быть. То есть орден на рубке в картине, вы должны все детали там, вплоть до каких-то там что-то написано, там, сделать, да? Ну, это будет, это далеко будет от живописи, понимаете, как я понимаю. Я просто придерживаюсь позиции, которую исповедовал, например, Цорн. Он писал Савву Мамонтова портрет, и Мамонтов спросил: а чего вы не нарисовали у меня ни одной пуговицы на френче, на мундире или что там было? По другой версии, это был какой-то король высокопоставленный. Ну, разные есть версии. На что Цорн сказал, что я художник, а не портной. Поэтому моряки после разговора с вами пойдут служить дальше, моряками останутся, а вы вот будете либо художником, либо бухгалтером. Ну, а если бы у вас работали, значит, друзья в Адмиралтействе, там окон, наверное, больше, чем в этом вот красине ледоколе. Хотя, кто знает. Не, ну там же этажей тоже порядком, да? То есть нужно было посчитать их и нарисовать столько же, да, окон. Да еще там же есть эти самые форточки, ставни. А на форточках вот эти вот запоры. А как без них? Другая сторона этой истории в том, что некоторые художники, причем очень модные и известные, например, так обобщают, что и носа нет, и глаз нет, и губ. Просто, блин, такой. Ну вот, то есть я хотел сказать, что живопись — это всегда обобщение. Но вот другая сторона, что можно обобщаться до блинов вместо лица. Друзья, я прошу помощи у соседей по койкам. Расскажите, что вы думаете. Надо помочь как-то Ген Сумину, потому что его моряки там заклюют, если он одним мазком там будет росчерк все окна. Да, дела серьезные. Надо как-то не попасть ему в просак. К4, тот 4К, как-то мне написал, что вы видите цифры 4, да, а он там, значит, писал буквы. Вместо 4, видимо, for, да, К, for, К, тот, for, К. Я не понимаю, объясните, пожалуйста. Я действительно вижу 4 цифру, а не какую-то букву. Видимо, я недостаточно выздоровел. Ну вот, так вот этот К4 бум-бум при детальном рассмотрении капустницы. Подскажите, какая там имприматура? Насколько я знаю и помню по первому впечатлению, которое у меня было, когда я увидел капустницу, я не увидел там имприматуры. Вообще, Фешин любил писать на белом холсте, потому что звучит тогда краска, набирает полную силу своего цвета и звучания, если она не на имприматуре, там, тем более на какой-то там темной или цветной. Но, может быть, есть исследователи более такие серьезные, тогда подскажите, какая имприматура была. Но, насколько я знаю, он не использовал никогда имприматуру. У него белый холст везде просвечивает, как элемент композиции. Наталья Демишева. Я очень рада уроку 28-му, проделала его 2 раза и еще планирую. Спасибо. Спасибо вам, Наталья. 28-й урок это посвящен перспективе. То есть вы просто берете с карандашом и с бумагой вместе со мной рисуете сложные улочки, различные углы, но перспективу, развиваете свое видение перспективы. Оно поможет и в натюрмортах, и в портрете. Она везде есть, эта перспектива, потому что все объекты, формы, они так или иначе сокращаются. Даже если я лицо поверну, то линия глаз и линия губ
уже не параллельны, они идут в точку схода там. Ну и так далее. Это все нужно учитывать, когда рисуете портрет. Это важный урок, 28-й. Мария Фросина. Так, информацию о февральской учебе напишите здесь. А где здесь? Мы на YouTube с вами находимся. И здесь это значит, у меня есть сайт. И на нем заходите, ближайшие мастер-классы, прям меню есть такое. И в этом меню весь набор блюд есть. Пока что еще нету, значит, апреля, это будет в Швейцарии класс, пока нет июня, конца, это будет Прованс. Но вот февраль, академичка есть. Так что заходите, там все написано. Если вопросы остаются, пишите мне в Telegram или в WhatsApp, и мы все это с вами обсудим. Я добавлю вас в группу и будем вести, значит, деловые разговоры, что брать с собой, какие краски, что там, ну вот уже в закрытом чате. Юрик. Здравствуйте, у меня есть желание посетить лично ваш урок. Я живу в Питере. Когда вы планируете приехать в Питер? Я планирую в Питер приехать, буду фэшны снимать, ну, зимой. А вот когда, пока не знаю. В любом случае, вы, опять же, напишите мне на WhatsApp, я создам группу, и мы там потихоньку сколотим бригаду, и будем пару дней или один день класс будет в Питере. Голдинг Уильям. Скажите, пожалуйста, можно ли в Гурзуфе, в галерее увидеть ваши работы? Или в выставочном зале в Ялте, в Лотосе? В Гурзуфе я оставлял свои несколько работ Светлане, начальнику галереи. Она все говорила, что их куда-то там переведут в Ялту, но я просто с ней пока не созванивался. Вы можете к ней подойти, если они не выставлены, то она вам покажет. Так, среди крымских художников вас не нахожу, хотя считаю вас одних самых крымских. Спасибо. Особенность крымской живописи – это цвет, чувство тона и пастозности. Я так считаю. Спасибо. Я тоже так считаю, что крымская школа живописи, ну, в общем, та команда, которая там находится, очень такая сильно отличается от других. И мне это очень приятно. Спасибо. Фанни Дрон. У вас прекрасный канал, спасибо, стараюсь, который благотворно действует на зрителя. Большое спасибо за работу, спасибо вам, что смотрите. И, кстати, подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Видите, какие приятные отзывы, ну, послания мне пишут. И, значит, что? Ставьте лайки, это непременно нужно, как знак просто вот поздороваться, уважение. Но каждый раз вы здороваетесь, всегда же за руку надо обязательно пожать. Покрепче. Меня интересует вопрос такой. Как вы, художник, который стремится к тонкости, изяществу, элегантности, красоте и, возможно, некой простоте, идеи, относитесь к художественным работам, которые передают нечто совсем иное, например, смешное, дурацкое, безумное, пугающее или даже уродливое? Вызывали ли у вас когда-нибудь интерес подобные авторы, подобное творчество? Заранее благодарю за ответ. Ну да, я люблю все. Поскольку я сам не случайно же назвал наше сообщество, ну как это, палатой, ну в госпитале всеобщем, в котором мы находимся, на излечении. Ну, я люблю, естественно, такое безумное, дурацкое, пугающее, уродливое. Пугающее, зачем пугаться? И так будешь ночью плохо засыпать, и будут сниться вот эти вот кошмары какие-то уродливые, да? Ну, вот мне вспоминается один режиссер, да неважно какой, вот их, мне кажется, очень много в мире, которые говорили, даже смерть или какие-то жуткие кадры, которые они снимают там в этом кине, они должны быть красивы. То есть все равно эстетика, даже вот жути какой-то должна быть. Ну, Давид у Микеланджело, он стоит вроде бы такой весь с этой самой, с камешком в этой штуке, проще.
а ножка у него так стоит. Вот элегантность есть в этой позе. Да, он, конечно, готов это самое сейчас раскрутить. Но есть вот пластика такая вот неуродливая. Но опять же там Врубель, да, поверженный демон. Но он весь искореженный, тело такое вот и страшное, но не смешно. Безумное, страшное, пугающее, даже уродливое. Ну, не сказал бы уродливое, но что-то, может быть, даже чуть-чуть есть. Но это же его взгляд на демона, который внутри каждого из нас сейчас сидит. И некоторые даже пишут такие комментарии, что ого-го. И поскольку живопись, я убежден, это о молчании, вот даже что тут говорить? Вот ты подходишь к картине, какая бы она ни была, ты, это посыл художника тебе, как зрителю, чтобы ты постоял и помолчал. Ни с кем не надо ничего советоваться, перешептываться. Смотри, у него там рука, нога. Потеряется что-то важное. То есть художник тебе говорит с тобой сейчас, а ты там ля-ля-ля, ха-ха, уродливое, что-то там смешное, безумное, пугающее. Ты в этот момент находишься в потоке его переживаний, размышлений и так далее. Он же, я не знаю, может быть, несколько лет потратил, чтобы с тобой поговорить. И вот это молчание, на мой взгляд, очень важно. И как только выносится какое-то суждение, нарушается вот эта нить, которая между тобой и художником, может быть, выстроилась на какое-то мгновение, а потом она может порваться, если ты начинаешь рассуждать, размышлять. Как правило, это искажение, потому что никогда люди не договорятся. Один, который пишет или рассказывает, и тот, который слушает, это уже два разных мира. Система восприятия каждого слова у всех разная, и поэтому искажения возникают. Ну и, собственно, это причина всего того, что творится на Земле. Я недавно выписал одну цитату из Джуанзы. Он говорил, что знание древних было совершенно. Они не знали, что вещи существуют. Затем они узнали, что вещи существуют, но не делали между ними различия. Затем они стали сравнивать, но суждения не выносили. Когда они дошли до вынесения суждений, дао было потеряно. Алиса Селезень. Все говорят, что нужно составлять резюме, где указываются выставки. А если мои картины висят в постоянной экспозиции галереи, что в таком случае писать? Это ж не событие, но весомая часть в биографии молодого художника. Опен-коллов много, а в основную экспозицию берут далеко не всех. Как это все правильно оформить? Или пока выставок нет и резюме, смыслов нету делать, да? Ну, напишите то, что есть. Что мои работы висят в основной экспозиции такой-то галереи, там еще чего-то, где-то еще висят. Я не знаю, все говорят, что нужно составлять резюме. Но кто все? Если вы в галерее свои работы, да, посылаете, чтобы еще где-то засветиться, но посылайте работы. Качество работ, на мой взгляд, это определяющая вещь. Если еще чувствуете, что недостаточно качественно, просто потратьте на это время. На это может уйти, может быть, не один год. Но будьте готовы к тому, что вы нацелены на качество, а не на то, чтобы вас кто-то там, я не знаю, галочку поставил и куда-то взял. Качество пробьет любые двери. Так что, я вот такое решение. Что помощь зала нужна, друзья. Давайте Алисе посоветуем, как ей оформить резюме, если еще выставок нет. Но по идее не торопиться. Значит, вы участвуйте в выставках. Будет больше шансов сделать хорошее резюме.
Предлагаю вам посмотреть еще один кинофильм «В гостях у рыбака Бучо». Я писал в Поржно работу, и как она делалась, фрагменты ее в этом кино. Ну, пока.